Всем привет, друзья! С вами Реальный Басист, и сегодня у нас на обзоре DJ-контроллер Reloop Ready. Are you ready? Let's go! Так, друзья, ну это у нас, естественно, диджейский контроллер. Работать я буду с программой Serato Lite. Эта программа скачивается бесплатно, но также есть у них и платная версия с более навороченным функционалом. Но на самом деле для основной диджейской работы достаточно вполне этой программы. И этот контроллер у нас полностью позволяет манипулировать треки без кликания мышкой, без того, чтобы подходить к компьютеру. Что у нас здесь есть? У нас, естественно, здесь две деки, каждая из которых имеет идентичный функционал. У нас есть возможность подключения к компьютеру. Я вот работаю с Mac, можно работать с Windows компьютером, и также можно работать с iOS устройствами, то есть с планшетами от Apple, ну и с iPhone, соответственно. Выход мы забираем, аудиовыход прямо отсюда. Здесь у нас тюльпановый выход на двух тюльпанах идет, пишется в карту нашего компьютера. Также у нас здесь есть выход на наушники, то есть можно прямо сюда в этот контроллер подключить. Это очень удобно. И три ручки регулировки. Это у нас громкость наушников, громкость Q-микса и, собственно, мастер громкость. Ну и давайте посмотрим на функционал. Начнем вот с центральной части. Здесь у нас в центре, соответственно, кроссфейдер, который позволяет нам переходить между треками. Давайте запускаем. Ну, соответственно, работает вполне ожидаемо. Дальше у нас громкость каждой деки независима. Дальше у нас здесь DJ-фильтр каждой деки и кнопка включения Q наушников. То есть, кто знает, что такое Q? Q — это когда мы во время проигрывания одного трека, который слышит публика, мы можем нажать это Q и проиграть второй трек, который мы, например, для себя заготовили. И, например, у нас играет правая дека, а нам, точнее левая, а нам нужно послушать в правой, что происходит, чтобы грамотно свести трек. Мы нажимаем Q, и, соответственно, в наушниках у нас начинает звучать этот трек. Мы его там выравниваем, выстраиваем и сводим. Ну, обычно так, собственно, диджей и работает. Вот. Дальше у нас есть вот здесь диджей-фильтр, который работает по принципу: по часовой стрелке у нас high pass, против часовой стрелки у нас low pass. Ну, здесь все опять-таки ожидаемо, как на всех пультах. Далее, у нас здесь возможность загрузить в ту или иную деку непосредственно треки. То есть мы вот, если посмотрим на экран, у нас есть крутилка Browse, мы можем выбирать треки из нашей библиотеки, и вот кнопками Load тот или иной трек выбранный загружать либо, соответственно, в левую, либо в правую деку. Далее у нас есть два фейдера, каждый отвечает за скорость соответствующей воспроизведения деки для того, чтобы подогнать скорость трека под следующий трек. Вот, но при этом у нас здесь есть кнопка Sync, которая позволяет нам оба трека между собой синхронизировать. Когда мы не с пластинками работаем, эта функция, мне кажется, вообще спасает жизнь. Вот, я, например, вообще не профессиональный диджей. Для меня кнопка Sync — это прям решение всех проблем. Вот. Дальше у нас есть двухполосный эквалайзер, который добавляет либо вырезает низкие и высокие частоты. Ну и в конце у нас есть крутилка Gain, которая позволяет, соответственно, добавить гейна. То есть если у нас, например, треки по уровню не очень ровные, да, например, какой-то трек тише, мы можем добавить гейна. Либо его прибрать. То есть здесь довольно-таки большой запас по громкости. Мы можем либо увеличить, либо прибрать, и это очень удобно. Ну и давайте посмотрим теперь на функционал самих дек. Вот такие очень приятные на ощупь у нас деки.
Соответственно, есть здесь сразу кнопка винил, которая включает как раз вот этот вот режим для скретчинга. В совокупности с кроссфейдером мы можем, собственно, делать скретчи. Если мы ее отключим, то мы будем просто вот перематывать трек. Ну, давайте. То есть мы можем его чуть-чуть замедлить, чуть-чуть ускорить, если мы отключим режим винила. Если мы его активируем, то у нас будет скретчинг. Вот. Далее у нас здесь кнопка Key Lock, которая анализирует другой трек, и она позволяет транспонировать тональность этого трека под следующий трек. Ну или под предыдущий, да, в зависимости от того, какой с кем вы сводите. Вот она чуть-чуть понижает, повышает по необходимости. Вот. Дальше у нас здесь есть вот эти 4 кнопки. Собственно, это у нас play, это у нас Q, отправить трек на как раз предпрослушивание. Кнопка sync, про нее я уже сказал, она синхронизирует темп трека. И кнопка mode, которая переключает режимы вот этих пэдов. И вот здесь у нас, ну, различные режимы у пэдов. В частности, давайте посмотрим вот этот нижний ряд. Соответственно, первый пэд у нас переключает воспроизведение вперед, назад. Это можно использовать как эффект. Дальше, как кассетный магнитофон, второй пэд у нас перематывает назад, третий, соответственно, вперед. И четвертый пэд у нас делает... Он перескакивает на заранее выбранную точку, которую мы поставили на нашем треке. Вот, то есть, ну, эта точка называется Q, да, вот мы можем ее поставить где-то и потом перескакивать на нее при помощи нажатия на этот пэд. Дальше у нас эти пэды имеют различные эффекты прошитые. Какие-то звуковые эффекты, которые здесь у нас в программе есть. Hey, you! Yeah! Ну и так далее. То есть здесь какие-то базовые звуки. Если вы это хотите использовать, например, во время проигрывания там, одного из треков, вы можете это сделать. Но, в принципе, как говорится, это не обязательно, это все вкусовщина. Ну и опять-таки эффекты вы можете назначить сами. Здесь есть какой-то базовый банк в этой программе, но вы можете на эти кнопки назначить свои какие-то сэмплы. Вот, также здесь есть вот кнопка Mode, которая переключает как раз эти режимы. Вот, и в зависимости от режима эти пэды себя ведут по-разному. В общем, эти пэды могут работать в разных режимах. Вот мы нажимаем мод, удерживаем и нажимаем вот один из пэдов. И вот у нас такой какой-то фиолетовый режим. И здесь у нас звуковые эффекты теперь. Вот, таким вот образом это работает. Можно назначать свои эффекты. Возможно, для этого понадобится более такая апгрейднутая версия этой программы. К сожалению, вот платной версии у меня нет. Может быть, там какие-то возможные ограничения, но тем не менее, в принципе, здесь достаточно уже всего того, что есть по умолчанию. Вот. Собственно, это вот что касается пэдов. Также один из режимов работы вот этих пэдов заключается в том, что можно использовать это как лупер, да, то есть мы можем нажимать и создавать лупы разной длины. Вот обратите внимание, как это, то есть коротенький луп, подлиннее, там, например, полтакта, такт, 2 такта, 4 такта. И также вот этой крутилкой сверху мы можем менять длину лупа, что, на мой взгляд, очень удобно. Вот давайте проиграем.
Опять-таки, очень удобная функция для того, чтобы все это дело использовать при сведении треков, если какое-то место нам нужно зациклить. И клево то, что лупы могут быть разной длины, и они очень плавно регулируются как вот этой ручкой, так и вот этими вот кнопками. Вот. Дальше у нас наверху есть также у каждой деки ручка Level. Это еще один вариант регулировки громкости. Здесь, собственно, у нас много способов подгонять по громкости наши треки. И у нас есть на борту несколько эффектов. Давайте вот послушаем эти эффекты. Причем, что мне нравится, это то, что можно как по отдельности каждый из этих эффектов включать, так и все вместе. Ну и, соответственно, на этой стороне у нас low-pass, high-pass фильтр и что-то типа фейзера, фленджера. То здесь у нас немножко другие эффекты. Это у нас дилей, ревер. Ну и тоже какая-то модуляция, похожая на фейзер, фленджер. Вот, собственно говоря, очень такие прикольные здесь есть эффекты, которые тоже можно использовать для того, чтобы треки звучали интересно, разнообразно, и чтобы их клево сводить. Что ж, друзья, очень приятный диджейский контроллер. Хочу сказать, что плюс ко всему, к тому, что здесь напичкано очень много функционала, например, вот большое количество режимов работы этих пэдов, встроенные эффекты, какие-то там лупы, сэмплы и так далее. Действительно, очень напичканный такой контроллер. При этом он достаточно миниатюрный, влезет в любой рюкзак. Сделан он качественно, то есть производит ощущение прям такого хорошего, добротного девайса, потому что, ну вот, пластик здесь достаточно такой крепкий, ничего не болтается, никакие нобы не болтаются, все вот двигается достаточно туго, кстати говоря. Даже кроссфейдер, ну, он обычно настолько расхлябанный на многих контроллерах, а здесь вот он, ну, имеет некое сопротивление, и это очень приятно. То есть, действительно, выглядит и на ощупь, на вид, и по тактильным ощущениям девайс действительно очень добротный, качественно сделанный. Ну и, друзья, я думаю, что любой диджей профессиональный будет доволен этим прибором. Все здесь под рукой, функций много, сделано классно. Что еще желать? На этом все, друзья. Ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений. И до скорых встреч. Увидимся. Дима, ты говоришь, друзья. Но надо еще обращаться не только к ним, но и к друзьям друзей. Я понял. Их родителей. Сейчас я, чтобы было лучше, наверное. Оп. Более лучше. Более лучше. Перемотаю куда-нибудь.